Всем привет, друзья! Сегодня пеку медовый торт. Многие знают, что медовик – это визитная карточка Руси. У каждой хозяйки есть свой рецепт, свой секрет приготовления этого замечательного торта. И все они отличаются вот своей технологией. На моем канале уже есть несколько рецептов. Я вас приглашаю заглянуть, все они очень удачные. И вот сегодня хочу показать еще один вариант замечательного, вкуснейшего медовичка. Давайте будем готовить. В рецепте мне понадобится мед. Мед натуральный, хорошего качества. Так, сейчас я загляну, сколько мне нужно меда. Так, 300 грамм меда. Я его уже заранее отвесила. Мед отправляю в кастрюлю и ставлю на плиту. Друзья, мед растапливаю на умеренной температуре при постоянном помешивании. У меня мед был густой, такой вот прошлогодний, засахарился немножко. Нравятся насыщенные медовые вкусы, значит используйте мед темных сортов. У меня вот такой вот цветочный, не светлый, не темный, тоже очень ароматный. И вот как только медик нагрелся, до кипения доводить его не нужно, добавляем сюда чайную ложку соды питьевой. Соду добавляю для ускорения процесса карамелизации. Вот, посмотрите, идет такая реакция, масса становится пушистой, светлой. Друзья, посмотрите, медовая смесь в течение 4 минут постоянного помешивания отлично закарамелизировалась. Такой красивый, насыщенный цвет. Во время остывания цвет станет еще намного ярче. Вот, посмотрите, какая она пушистая. Теперь добавляю сюда 250 грамм сливочного масла. Плиту отключила, больше смесь варить не нужно. И вот масло нужно будет хорошенько растворить. Пока распускается масло, переходим к следующему этапу. В глубокую миску отправляю 4 яйца весом 205 грамм. Чайная ложка соли, я использую розовую. 120 грамм сахара. Все это нужно будет хорошенько взбить. Взбитым яйцам добавляю медово-масляную смесь. Смесь должна быть комнатной температуры, теплой. Продолжаю все взбивать. Взбивала где-то около 4 минут. Теперь добавляю сюда 5 столовых ложек коньяка. Можно также использовать ром.
Спирт делает торт более мягким, воздушным, легким, пористым. Коржи долго не черствеют. И теперь сюда высыпаю 750 грамм муки. Если вы начинающий кондитер, делайте это постепенно. Замешиваю тесто. Ах, друзья, совсем забыла. Поверх муки нужно будет высыпать пакетик разрыхлителя. В пакетике 16 грамм. Друзья, вот смотрите, тесто еще жидковатое. Для замеса я добавлю еще 50 грамм муки. В общей сложности 800 грамм муки у меня ушло. Рецепт точный, выверенный. Я все замеряю до грамма на весах. Использую муку под номером 405. Диамант. Очень хорошая мука. И теперь тесту нужно будет дать отдохнуть. Во время отдыха оно станет густым. Отправляю его в прохладное место. Можно отправить в холодильник. Друзья, тесто готово к работе. Простояло оно около 6 часов в холодильнике. Получилось таким плотным. По составу как пластилин. Начинаем формировать коржи. У меня будут коржи квадратные. Раскатываем толщиной где-то около 2-3 миллиметров. Вот, посмотрите, какое плотненькое, не липнущее тесто. С ним работать одно удовольствие. Мукой тесто при раскатке не забивайте. Вот так чуть-чуть припылили и раскатываем. Сразу раскатывайте на пекарской бумаге, чтобы не создавать себе лишнюю работу. Тесто не переносить на противень. Сразу вот с пекарской бумагой будем ложить на противень и выпекать. Что еще хочу сказать в плане теста. Обязательно дайте ему отдохнуть около 5-6 часов. Продукты в тесте должны хорошенько подружиться, так как здесь содержится масло, оно должно впитаться в муку. Сразу тесто не раскатывайте, иначе коржи получатся не такие вкусные. Тесту обязательно нужно дать постоять. Вот, раскатали. Берем вот такой вот квадратик, я его вырезала сама. Размеры квадрата пишу внизу под видео. Выпекать буду в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки зависит от того, вот как тонко раскатали вы корж. Чем тоньше раскатываем, тем быстрее выпекается. Вот у меня здесь толщина 2 миллиметра приблизительно. Выпекать буду где-то около 8 минут. 7-8 минут.
Вот, посмотрите, какой красивый, блестящий кофе. Цвет очень красивый тоже. Переношу сразу на противень и отправляю в духовку. И вот таким образом, друзья, буду поступать, пока не перепеку все коржи. Друзья, вот такая стопка коржей у меня получилась. Последний корж я выпекаю на обсыпку. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 штук. Вот, посмотрите, как красиво выглядят коржи. Все отлично пропеклось. Теперь приготовим крем. Крем будет на основе сливок и маскарпоне. Такой калорийный крем, но очень вкусный. Нам понадобится 500 грамм свежих холодных сливок. Добавляю сюда сахарную пудру. Сахарная пудра по вкусу. Я добавляю 6 столовых ложек с горкой. Крем получается такой в меру сладкий. И теперь всю эту массу нам нужно будет взбить. Сливки взбивала где-то около 1 минуты. Теперь добавляю сюда 2 пакетика загустителя для сливок. В каждом пакетике по 8 грамм. По-немецки это называется Sahnesteif. И продолжаем взбивать. И теперь вот взбитым сливкам добавляю 750 грамм маскарпоне. И все хорошенько перемешиваю. Собирать торт буду на плоском блюде. На блюдо наношу небольшое количество крема для того, чтобы тортик не двигался туда-сюда, чтобы плотненько сидел. Укладываю первый корж. Коржи пропитывать ничем не нужно. И вот так вот равномерно по всему коржу распределяю крем. И таким образом вот буду поступать, пока не соберу весь торт. Вот с этим кремом легко работать. Посмотрите, он такой плотный, не растекается, хорошо держит форму. Если вам нравятся мега кремовые тортики, тогда можете добавить сюда не 500 миллилитров сливок, к примеру, а 750 миллилитров сливок.
Друзья, торт полностью промазала кремом, верхний слой и с боков также. И теперь давайте его украсим. Последний корж выпекала где-то около 12 минут до такого яркого золотистого цвета. Теперь измельчаю все с помощью скалки в мелкую крошку и обсыпаю верх и бока тортика. Украшение такое простое, классическое. Чем проще для меня, тем лучше. Друзья, посмотрите, вот такой торт у меня получился. Теперь торт нужно будет хорошенько пропитать и охладить. Отправляю в холодное, хорошо проветриваемое место приблизительно на 5 часов. Друзья, наконец-то пришел момент чаепития. Я так его ждала. Это мой один из самых любимейших тортиков. Торт всю ночь простоял на холоде, хорошенько стабилизировался. И давайте сейчас посмотрим, какой он получился у нас в разрезе. Вот, посмотрите, друзья. Не тортик, а просто сказка. Тонкие, нежные коржи, пропитанные кремом, они просто тают во рту. Медовые нотки вкуса проникают в каждую крошку ароматных коржей. Этот тортик, как вы и сами видели, приготовлен из натуральных продуктов, что делает его не только вкусным, но и полезным. Приготовьте эту душевную выпечку своими руками по моему рецепту. Этот тортик вам всем придется по душе, я уверена. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.